Мы сегодня у одного очень интересного человека, который сам вам представит свои достижения. У нас были нулевые инвестиции, и за 2,5 года переросло в международную IT-компанию с 80 сотрудниками и миллионными оборотами. У нас нету ценности типа заработать бабла. Привет, друзья! Мы сегодня у одного очень интересного человека, который, я думаю, сам вам представит свои достижения. Ярослав, расскажи о своем последнем проекте, с чего начинал и во что это выросло. Началось все с 2 человек. Мы сидели в коворкинге библиотек. У нас были нулевые инвестиции, и за 2,5 года переросло в международную IT-компанию с 80 сотрудниками и миллионными оборотами. То есть вы с самого первого месяца вышли на прибыль, у вас не было там минусов, провалов и тому подобное? Да, абсолютно верно. Мы ничего не инвестировали. По сути, мы сфокусировались на, скажем так, money-making, лидогенерацию, на привлечение клиентов, и вот росли по мере привлечения клиентов. Мы развивали нашу компанию за счет оборотных средств, скажем так. Наше видео направлено на тех людей, которые планируют открыть свою компанию. Это, скорее всего, либо фрилансеры, либо начинающие программисты. И вот, насколько я знаю, основная проблема всегда стоит в том, чтобы найти хорошего клиента. Расскажи, как вы вначале искали клиентов? Когда у вас не было имени, вас мало знали, где вы их искали? Мы начали работать через площадку Upwork, фриланс-биржу. Вот самая, наверное, действительно большая проблема, даже не проблема, а такой вызов был, это с нулевой репутацией каким-то образом привлечь интересных клиентов. Честно говоря, первые наши клиенты были проекты по $40. У нас даже висит грамотка на стене. Первый заработанный доллар на Upwork — это контракт на $40. Второй был на $100, потом на 500, потом на 1000 и понеслось. Ну, скажем, начать, наверное, нужно с того, что нужно уметь себя продавать и хорошо представлять, даже когда у вас 2 человека сидят в коворкинге. Нужно и очень масштабно вести, не знаю, как это правильно назвать, не холодные продажи, но вот создать поток клиентов. Как, это уже зависит от нюансов. А как в самом начале ты собирал свою команду? Ведь тогда у тебя вряд ли были инвестиции, были деньги. Как ты им платил? Ты им просто на энтузиазме пообещал, либо ты им платил из своих денег, либо вы зарабатывали это все? В принципе, как и предыдущие мои бизнес-проекты, они были построены, я бы сказал, на таком принципе «эгегей, погнали». Поэтому, как я уже сказал в начале, мы росли только за счет оборотных средств, то есть мы им платили с контрактов. Мы затягивали клиента, он платил деньги за контракт, мы таким образом платили зарплату сотрудникам. Отвечая на вопрос, как мы нашли команду, в принципе, когда мы успешно стартанули, к нам подтянулись ребята, с которыми мы так или иначе взаимодействовали раньше, и вот человек 10 из них до сих пор работают в CodeMotion. Это такой костяк, который действительно, ну скажем так, самые доверенные ребята. Но в том числе и просто искали людей с рынка через сайты работ, там Work.ua, Работа.ua и так далее. У вас компания действительно очень бурно развивалась, очень успешный кейс. И вот интересно, как ты сам видишь, что стало самой главной причиной вашего бурного роста? Ну тут, наверное, важно выделить такие 3 столпа. Это клиенты, это команда и это, собственно, бизнес-модель, то есть зарабатывание денег. Мы сделали упор на все 3. Клиенты, я имею в виду не просто, что они есть, а то, что это клиенты на всю жизнь. То есть это подход, когда мы с клиентами создаем общую команду и не отделяем нас как команду, компанию сервисную от клиента, как того человека, который платит деньги. Таким образом, иногда, даже когда мы идем на какие-то там финансовые убытки, ради сохранения отношений, мы действительно создаем долгосрочные отношения, а именно долгосрочные отношения — это, собственно, и есть, наверное, смысл любого бизнеса. В команде то же самое, просто зеркально. То есть мы действительно заботимся о людях, заботимся о том, чтобы они себя чувствовали здесь как дома, чтобы они развивались, чтобы они делали то, что они хотят, чтобы они работали с интересными технологиями. И вот такой вот симбиоз позволяет создавать с 2 сторон такую командную работу. Ну и бизнес-модель, вот третий столб, это мы выбрали трендовую штуку в IT, которая, назовем это, хайповая штука, да, которая нам тоже в какой-то мере помогла двигаться вперед. Плюс мы очень правильно, интуитивно, что ли, да, выбрали маркетинг, который состоит из мелочей, да, правильная фотка на профильной, правильное описание, какой-то правильный там заголовок, скажем так, рекламный. Вот это вот все эти мелочи, они создавали действительно нам
давали большую помощь в привлечении клиентов. И вот из всего этого 3 этих штук, вот это я бы назвал такой, залог успеха. Насколько я понимаю, одним из критериев вашего успеха это вы выбирали правильных клиентов, и вы выбрали правильную нишу, то есть правильную тематику вашей работы. Посоветуешь, может, что-то, что будет трендом в ближайшее время? И второй вопрос, с какими клиентами вы готовы работать, а с какими клиентами вы 100% не готовы работать? Отвечая на первый вопрос, тут надо смотреть, во-первых, в чем вы разбираетесь, куда бы хотелось двигаться, потому что это совсем разные уровни проектов. Есть там мобильные приложения, есть там, не знаю, какие-то enterprise штуки для банков, есть проекты, связанные с медициной, и каждому свое, везде можно быть успешным. Но в интернете по поводу именно конкретно технологий, на которые делать, в интернете огромное количество рейтингов и статей, которые показывают репутацию, не репутацию, скажем, рост репутации той или иной технологии. И это имеет смысл учитывать. Но вот мы учли, и нам повезло. Да, у нас все клиенты в основном это удаленные, поэтому общение происходит в звонках. Иногда они приезжают, но 90% это созвоны по скайпу, там, Hangouts, в общем, в интернете. С клиентов нужно также собеседовать, как и сотрудников. Единственное, что не говорить об том, что, чувак, мы тебя собеседуем, но вот эти 3 этапа собеседования, они точно так же у нас проходят. Первый звонок ты просто человека прощупываешь, на втором звонке вы уже говорите по поводу технологий цены, на третьем звонке вы как-то уже бьете по рукам, но вот все эти 3 звонка мы видим, если он начинает где-то юлить, например, говорит на первом звонке одно, мы ему делаем, например, оценку, это будет стоить, например, X, да, а он потом на втором звонке говорит, я хочу совсем другую штуку, вы же сделаете за X, а мы говорим, нет, то, что ты хочешь второе, это уже Y, но это совсем другой проект. В каких-то таких моментах его прощупываем. Потом начинаем работать, иногда бывают фейлы и после старта, когда начинаются какие-то неадекватные штуки. Скажем, когда ты заботишься о клиенте, когда он это чувствует, я считаю, что даже тот человек, который, в принципе, в душе негодяй, если ты к нему по-доброму, и он к тебе будет по-доброму. То есть даже с некоторыми мы расходились, когда мы понимали, что мы не можем вместе работать, все равно мы находили пути, как мягко разойтись так, чтобы другу не навредить. Как я понимаю, у вас 99% клиентов не из Украины. И в основном они все из более платежеспособных стран. И сколько я не общался с твоими коллегами, которые работают на Украину, они говорят, что это в разы нерентабельно, то есть работать с нашим рынком. Что ты по этому поводу думаешь, почему не берете украинские проекты или берете? Я соглашусь, но даже, наверное, не столько в контексте платежеспособности. В Украине есть платежеспособные клиенты, и мы работали с некоторыми из них. Я больше сделаю упор на каком-то менталитете и понимании того, как вообще работает сервисная компания, занимающаяся разработкой. Потому что наш клиент, он не понимает, что программирование — это скорее услуга, чем продукт. Он хочет купить, вот как мы это называем, он хочет купить Mercedes по цене Ланоса и еще заплатить через 2 года. Вот так бы сформулировал, скажем, наш опыт работы с украинскими клиентами. CodeEmotion создался в 2011 году, и мы до 2016 года работали с украинскими клиентами. И поэтому я действительно прошел огонь, воду и медные трубы, работая с Украиной. И, честно говоря, вот наш IT-заказчик, он еще не вырос как-то сознательно. То есть западные люди, вопрос не столько в платежеспособности, сколько в каком-то правильном отношении, понимании, что такое IT-разработка и почему нужен проектный менеджер на проекте, почему нужен тестировщик, какие-то вот эти нюансы. Они это понимают. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что те клиенты, которые мы работали после 2016 года, это крупные заказчики из Украины, они уже процентов на 70, наверное, приблизительно доросли до западного уровня, и это очень радует. По поводу, ты сказал, крупных и мелких клиентов. То есть вы ориентируетесь в основном на средних и крупных клиентов, мелкие заказы вы не берете? Что для нас в понимании мелкий проект? Мелкий бюджет мы не берем уже сейчас, хотя в начале $40 это довольно мелкий бюджет. Да, сейчас мы ориентируемся на клиентов, у которых уже есть какой-то определенный бюджет, но опять же это может быть один в поле воин, какой-то стартапер, который привлек инвестиции или вложил свои деньги и делает проект, в который он потом захочет привлечь раунды инвестиций, по сути у него появится финансирование. И я скажу так, что не только благодаря нашему подходу клиента на всю жизнь, да, а в том числе и нашему отношению, качеству разработки, клиенты, которые получают финансирование в дальнейшем, они к нам возвращаются. Мы можем начать с какого-то небольшого кусочка его проекта, так называемый MVP, это тестовая версия, которую можно выкатить на рынок, проверить ее эффективность, показать инвесторам, они вольют деньги, и потом можно разрабатывать дальше. И дальше мы всегда надеемся, что это будем мы. А можешь вкратце обрисовать,
в цифрах мелкий заказ это до $1000, ну, чтобы для понимания. Ну, в нашем понимании мелкий заказ это до $10 000, наверное. Средний это где-то там вот 10-50, и вот выше 50 это уже крупный заказ. Но это в нашем мире, да, в мире компании аутсорсинговой, где работает 5000 человек, это просто песок, у них совсем другая градация. Я вот у вас был не один раз в офисе, и у тебя, наверное, самая счастливая компания, именно отношение сотрудников к работе. Как ты этого достиг и насколько оно помогает тебе в плане финансов? То есть я понимаю, что там довольные сотрудники это очень круто, но насколько затраты на вот счастье сотрудников окупаются в виде результатов финансовых? Я бы сказал, что это инвестиции довольно большие, и финансово они скорее негативно влияют, да, там, на компанию. Не в плане, что уводят в минус, но в плане, что это все-таки довольно большие затраты. Но я считаю, что это инвестиции в отношения, это самые важные инвестиции, которые только могут быть. Буду лукавить, если буду говорить, что мы не фокусируемся на заработке. Естественно, мы бизнес, мы хотим зарабатывать, но мы сейчас строим компанию, мы очень активно растем, и вот те фундаментальные ценности там, в компанию, которую мы закладываем, они действительно требуют больших затрат. Но мы готовы их сейчас нести с перспективой в будущее. Есть ли у тебя какие-то основные принципы, как ты строишь общение с сотрудниками, общение в коллективе? То есть вот на каких принципах базируется твоя команда? У нас даже недавно было голосование внутри компании. Мы выбрали 3 ценности, на базе которых мы строим наш коллектив. Первая ценность — это развитие, вторая ценность — это ответственность, и третья ценность, а вот тут я забыл. Список был где-то из 10. Идея в том, что в любом случае все эти ценности отражают... То есть у нас нету ценности типа заработать бабла. У нас это как просто естественная составляющая развития компании. Ну, бизнес априори не может существовать без заработка, поэтому это необходимо. Но это не нужно для построения коллектива. Для построения коллектива нужно то, чтобы люди понимали, что каждый из них занимает какое-то место в коллективе, что о них заботятся, что у нас нет иерархии какой-то. То есть у нас довольно плоская структура, и несмотря на то, что я там собственник, да, и директор, меня нельзя назвать каким-то там диктатором. Я скорее хороший полицейский в управлении, да, у меня есть партнеры, вот они больше занимаются какими-то вот операционными штуками, где требуется, скажем, больше давления, да. Я выступаю как такой happiness менеджер в компании, да, и большая часть моего времени сфокусирована на том, чтобы позитивно решать те или иные ситуации, как с сотрудниками, так и с внешними клиентами. А как же ты их контролируешь, наказываешь, увольняешь? Первое, да, мы для себя, в принципе, взяли такое западное правило: поощряй при всех, наказывай 1 на 1. Так и происходит. Финансовых наказаний мы никогда не делали и не будем делать, поэтому максимальное наказание — это просто серьезный разговор, ну, либо увольнение. Сказать, что мы просто на ровном месте можем человека присунуть, тоже неправильно. Мы перед тем, как с ним провести какой-то разговор, мы собираем обратную связь от людей, с которыми он взаимодействовал. Это могут быть и коллеги-программисты, менеджеры проектов, HR-менеджер, те люди, с которыми он так или иначе сталкивался. И часто бывает такое, что человек как бы во всех местах себя хорошо управляет, а просто где-то жестко вот ошибся, да, и мы тут больше склонны давать людям второй шанс. Человек ошибается, но ты понимаешь, что он там раскаивается, что он действительно хочет исправиться и показать себя лучше, вот это можно давать шанс. Если человек как бы, ну, типа ему по барабану, ну, так и нам тогда по барабану. А по поводу финансовых наказаний еще есть такой момент. Мы работаем в IT-сфере, и у нас, скажем, конкуренция не столько за заказчиков, сколько за сотрудников. Действительно очень сложно нанять человека, и более того, все айтишники очень разбалованы, вот как бы это там не звучало. Фишка даже не в том, что мы их балуем, а фишка в том, что если не будем их баловать мы, он завтра уволится и пойдет в компанию, где будут баловать. То есть приходится все-таки создавать для них вот такие, ну, не райские условия, это громко сказано, но приближенные к райским. И постоянно следить за тем, чтобы они были там в хорошем настроении, замотивированы, у них были какие-то там понимания их дальнейшего движения, надо постоянно с ними общаться, выявлять, что их беспокоит, потому что бывают ситуации, когда просто человеку там элементарно 2 месяца подряд кондиционер в спину дует, и он увольняется просто потому, что его задолбало. И ничего уже с этим не сделаешь. Ну, типа, вот просто у него накипело, и он психанул и уволился. А есть какие-то инструменты? Ну, то есть, как вы это делаете? Это у вас менеджеры опрашивают, опросники? Во-первых, этому способствует очень открытое общение. То есть любой сотрудник, когда его что-то беспокоит, он может подойти ко мне, к любому из руководителей, к менеджеру, спокойно сказать об этом. И он знает, что его услышат и что-то предпримут.
Второе, это у нас есть девочка-психолог, которая каждый месяц с каждым из сотрудников проводит так называемые one-to-one митинги, когда она просто садится за столом, и они искренне общаются на тему, что человеку хочется, что его беспокоит, какие у него проблемы. Она это все записывает, и ту информацию, которую она считает, что вот критично, она доносит до нас, иногда анонимно, иногда нет. Идея в том, чтобы просто, если она видит, что есть какая-то тревожная, скажем так, ситуация с человеком, то ее нужно исправлять, и она это доносит нам, и мы принимаем решение, как это исправить. Либо она сама это исправляет. Важно, что она на это обращает внимание и что-то предпринимает. Исходя из этого всего, я понял, что основная задача для IT-компаний – это найти крутых специалистов. Казалось бы, быть фрилансером круто, можно работать в любой точке мира, а люди приходят к вам в офис и сидят здесь, может не по графику, но в любом случае они привязаны, то есть чем вы их сюда заманиваете? Может, есть какие-то инструменты, на что обращают внимание? Как мне заманить в свой офис айтишников? Я скажу первое, что мы, несмотря на то, что мы работаем через фриланс-биржу, мы очень редко нанимаем фрилансеров. И тут, наверное, больше вопрос не в названии фриланс, а в каком-то психологии человека. Классический фрилансер — это в денежном квадранте Кийосаки, это человек, который работает сам на себя, self-employee. И это уже чуть другая психология. Не только другая психология, а другой стиль жизни. Это человек, который должен быть такой многорукий, многоног. Он должен и понимать, что ему надо себя продать, найти работу, найти клиента, могут быть провалы. То есть это такой небольшой бизнес сам в себе. И не все к этому готовы, и не все этого хотят. То есть многие разработчики, они хотят просто работать, получать задачи от менеджера, выполнять хорошо свою работу, делать свое дело и получать за это достойную зарплату. То есть если он просто находит крутого клиента на Upwork и работает с ним годами, это то же самое, как просто поменять работу на большую зарплату. Но если он начинает двигаться путем небольших проектов, то, по сути, каждый раз, когда проект заканчивается, ему нужно сказать новый. Иногда это может быть месяц-два, он просто будет сидеть без денег. Мы даем не разработчиков, мы даем команду. Мы даем команду, которая состоит из менеджера, из тестировщика, из ряда разработчиков, которые другу помогают. Их можно заменить. Кому-то надоело работать с клиентом или он не нравится клиенту. Мы ставим другого человека. Менеджер разруливает всю коммуникацию, то есть у него своя роль в команде. Он не руководитель, он скорее такой собиратель информации с коммуникацией, и его роль — это как раз общение с клиентом, потому что разработчики очень любят, когда клиент их каждые 5 минут спрашивает: как у тебя успехи, как дела, что там, как все работает, поделись прогрессом. Есть у нас люди, и у нас даже есть примеры ребят, которые развелись в компании CodeMotion, ушли во фриланс, и мы этого не сможем избежать так или иначе. Но это действительно наверное, то, что их отличает, это то, что они одновременно и сейлы, и менеджеры, и разработчики, и они могут построить даже в своей голове весь этот процесс. Недавно видел вашу вакансию, очень интересная, мы оставим ссылку здесь внизу по поводу этой вакансии. Вы проводите промо-акции, вы проводите разные методы для того, чтобы привлечь как можно больше сотрудников. Возникает интересный вопрос. Я видел у вас на сайте Dow 100% рейтинг, что у вас лучше всего работает с сотрудником. Но это же нереально, когда у вас больше 80 человек. Как вы это делаете? Возвращаясь к вопросу о затратах, мы просто их покупаем, платим нашим сотрудникам, и они размещают хорошие отзывы. Да. Не, я шучу. Да? На самом деле на том же Dow, кто не знает, Dow — это самый доверенный IT-ресурс в Украине, где если вы хотите пойти работать в IT-компанию, вы можете найти на Dow, почитать о ней отзывы. И Dow славится тем, что отзывы невозможно убрать за деньги. То есть это, если там размещен отзыв, его может убрать только автор отзыва. Айтишники, они доверяют этому ресурсу, и они там тусуются, это база знаний IT. И даже на Dow появился в их форуме отдельная ветка, которая называется «Реальные отзывы CodeMotion», где человек, почитав наши классные отзывы на Dow, написал: ребят, а напишите сюда анонимно, что там в реальности происходит, такого же не может быть, что все круто. Мы не такая компания, как лидеры в плане офисов и социальных пакетов, не знаю, как примеры Grammarly или MacPo, где действительно просто космос. Но та динамика, с которой мы движемся, и развитие, то есть 2 года назад мы сидели в библиотеке, в коворкинге, год назад мы сняли одно помещение в этом бизнес-центре, где мы сейчас находимся, через год второе, мы расширяемся, и мы улучшаем не только количество наших сотрудников, мы улучшаем качество работы с ними, качество проектов, и это развитие, оно, наверное, тоже способствует тому, что ребятам здесь нравится. И мы даже увольняем людей позитивно.
Вот как бы это странно ни Можно, звучало. например? Ну вот я твой сотрудник, как ты меня позитивно уволишь? У меня семья, 2 детей. Скажем, мы привязываемся к каким-то не столько к ЗОТу украинскому в плане соблюдения процедуры увольнения, а в плане просто каких-то человеческих качеств. Мы даем человеку возможность найти другую работу, то есть несколько недель оплачиваемых, которые он может там дорабатывать здесь. Понятно, что мы требуем за эти 2 недели с него какой-то результат, но не просто так, что все, до свидания, завтра ты уходишь. Хотя были и такие примеры, но были действительно жесткие нарушения, скажем так, наших правил и ценностей, когда мы увольняли человека день в день. Позитивное общение во время увольнения, то есть не показательно человека там тыкаем носом в какашки, да, и говорим, что все, ты там не прав, и при всех при том, да, то есть при всех мы очень мягко его на общем собрании объявляем, что вот человек уходит, и мы желаем там развития в дальнейшем. Плюс мы никогда не ущемляем, ну, я говорил, что у нас нет денежных штрафов, вот когда люди уходят, мы тоже их никогда не ущемляем по деньгам, потому что деньги для работников — это, наверное, одна из самых таких щекотливых тем, и даже если мы считаем, что справедливо человека там по какой-то причине оштрафовать, он может считать иначе. И вот в плане долгосрочных отношений IT-тусовка — это очень тесная тусовка, вообще, в принципе, мир тесен. И когда ты начинаешь взвешивать на чашу весов класть не только деньги, а еще и отношения, то вот, наверное, вот это работает. То есть отношения мы ставим превыше чаще, и это срабатывает в плане хорошего общения и отсутствия обид, интриг и так далее. Короткий вопрос, короткий ответ. Желательно да, нет. Первый вопрос — это программируешь ли ты? Да, но очень редко. Есть ли у вас график работы? Да. Работаете ли в воскресенье? Да, Никого нет. но редко. Мы на самом деле против овертаймов. Материшься на сотрудников? Изредка. Стараемся это уменьшать. Ты когда-нибудь готовил кальян своим сотрудникам? Да. Бухаете? Это называется кальян от шефа. О. Вы бухаете в офисе? Лично я не пью спиртное, но ребята бухают. У нас есть пивная пятница. Считаешь ли ты, что ты работаешь меньше всех? Я это знаю. Как я видел в резюме, смеяться с твоих шуток — обязательное условие. Да. Иначе мы увольняем людей. Я видел, что у вас каждому сотруднику присвоен свой миньон. Как зовут твоего героя? Хитман. В каждой IT-компании стоят огромные тазики печенек. Не тошнит? Они жалуются, что печеньки невкусные. Хотят круче. Ставишь круче, еще жалуются. Смотри, блиц окончен. Теперь, я думаю, самые интересные вопросы для тех, кто начинает свою компанию. И хотелось бы более подробно получить у тебя советы, рекомендации. Ну, давай чуть по структуре. С чего бы ты рекомендовал начать, вот просто человек, который хочет открыть компанию? Бизнес-план, идея, поставить цель, как сейчас модно. Хороший вопрос. И я очень часто, наверное, в кругу общения слышу мысли о том, что кто-то хочет создать свой бизнес, и они все думают о бизнес-плане, о инвестициях, о каких-то целях, о каких-то там шагах, об офисе, об крутой бизнес-идее, которой больше у никого нет. Я, честно говоря, скажу, что мне это ничего не было. Ну, была идея, давайте типа вот это делать. Бизнес-плана, ну, накидали цифр примерно на год вперед, который ни разу не выполнился, иногда он был больше, иногда меньше. Инвестиции, как я уже говорил, все мои бизнесы я открывал абсолютно без инвестиций. Я бы сказал, что важно начать делать и начать вот просто в тупую делать какие-то важные шаги. Первые шаги в бизнесе без инвестиций, это, как я уже говорил ранее, это money-making. Без денег никак не будешь развиваться. То есть просто на энтузиазме это месяц-два, потом потухнешь. То есть нужно реально придумать что-то, что будет сразу давать деньги. Сейчас очень популярна тематика стартапов, то есть когда привлекают инвестиции под какие-то проекты. Как ты к этому относишься? Может, инвестировал, может, участвовал? Не инвестировал, но мы делаем проекты для некоторых стартапов, как субподрядчики, грубо говоря. Я отношусь к этому как к очень рискованному бизнесу, потому что по статистике стартапов выстреливает очень мало. В принципе, бизнесов очень мало выстреливает.
Но стартапы — это гораздо более рискованная движуха. Там реально вот мы слышим про крутые стартапы типа Инстаграма и подобных, но кроме Инстаграма было еще миллион проектов, миллион приложений, где можно шерить фотографии. Просто стартапу повезло оказаться в нужное время в нужном месте, и очень часто люди смотрят на историю успеха и никогда не интересуются историями провалов, что гораздо более важно. История ваших провалов за период развития CodeEmotion? Может быть, немного раньше? То есть. Ну, первый был провал в 2011-м, такой глобальный, что мы выбрали украинский рынок. Я считаю, что это было очень сильное торможение. Мы могли гораздо больше сразу, учитывая мой опыт и то, что я работал в IT-сфере до этого, до создания бизнеса. В 2016 году, когда мы стартанули аутсорсинг, работу на Запад, что мы положили яйца в одну корзину и работали очень много с одним клиентом. 80% людей работало на этого клиента. Риск очевиден, если он в какой-то момент превращается в сотрудничество, а именно так и произошло в итоге, то у нас появляется куча людей, за которых никто не платит и которых нужно кормить. Слава богу, что нам удалось с этим клиентом там, путем переговоров плавненько разойтись, и вот тогда мы очень поднажали по продажам, чтобы человек 30 у нас тогда освободилось за вот месяца полтора, и нам удалось за полтора месяца их загрузить работой. То есть это был такой провал, success story, что-то между ними. У каждой компании есть какие-то вот узкие места, которые очень сложно решать. Какие в IT-компаниях вот самые проблемные моменты? То есть что сложно? Наверное, я бы на первое место поставил лояльность сотрудников. Как я уже говорил, мы боремся тут не за клиентов, а за ребят. Если брать такие крупные компании, как EPAM, Циклум, где работают тысячи людей, там уже идет конкуренция за клиентов. Пока мы там, нас 80 человек, там 100, 200, 300, мы, IT-рынок настолько масштабный, что мы просто как рыбка в океане. Как бы ты посоветовал начинающему владельцу IT-компании мотивировать сотрудников, когда особых там инвестиций нет, вот как у тебя было, для мини-бизнеса, для начала? Но с точки зрения мотивации сотрудников, я элементарно с ними в Counter-Strike играл по вечерам, а иногда и в обед. Как я уже сказал, мы вот в 2016 году начали в коворкинге. Чем удобен был коворкинг для нас, это Smart Cafe библиотек, то, что там сразу есть PlayStation или Xbox, настольный футбол, чай, кофе, печеньки. Куча моментов, которые в офисе нужно закупать, тратить на них деньги и на них фокусироваться. Ну и важно этому уделять внимание. То есть вот у нас никогда не было подхода «сидите и херачите». У нас всегда был подход наоборот, типа так похерачили, давайте типа в Footbitch поиграем, или похерачили, давайте на PlayStation пошпилим. У нас тимбилдинг в первую очередь, а потом уже мы работаем. Расскажи, какой у вас бывает тимбилдинг, самый необычный и самый стандартный? Наверное, самый необычный это была работа с компанией Team Master, когда нас вывезли на базу в Пущеводице, и мы там целый день игрались во всякие такие командообразующие игры. Есть у нас тимбилдинги, просто выезд там зимой в Буковель, летом в Одессу на пару дней. Есть тимбилдинги каждые 2 недели, это там ролики, коньки, картинг, какие-то скалодромы, пейнтболы, вот что-то мы придумываем, постоянно выезжаем. Ну и плюс в офисе есть гейм-найты, когда мы просто собираемся, играем в настолки, в PlayStation, там, кушаем пиццу, пьем пиво. Как ты считаешь, то есть в любом случае компания несет какие-то затраты, какие из них были самые бесполезные? То есть даже те же самые тимбилдинги, все ли они были нужны? Может, пару было не из таких эффективных, но вот, честно говоря, мы очень внимательно относимся к затратам, и это моя 3-я роль. Я занимаюсь финансами в компании. Наверное, на данный момент неэффективной затратой является вот второй офис, потому что мы пока по количеству людей не заполняем оба наши офиса, то есть мы переплачиваем, у нас много свободного пространства. Но с другой стороны, мы растем, и мы бы иначе уперлись в то, что мы бы не влазили. Я не вижу таких вот явно неэффективных затрат. Какая самая крутая премия для лучшего сотрудника? Или у вас такого нет? Так что для лучшего нет, но мы наших ребят периодически премируем, у нас есть общие сборы, и когда они либо делают какой-то этап по проекту важный, либо просто, так называемо, делают релиз проекта, когда он там в жизнь выходит или выходит новая версия проекта, мы их объявляем, мы им дарим какие-то небольшие, на самом деле, с точки зрения денег подарки, но они добавляют очень много вот такой ценности, потому что ребята выходят, мы их объявляем, мы их поздравляем, они рассказывать немножко про проект, там, что они сделали, и вот это вот создает эффект как бы вот позитивно, как поощрение, скажем так. Есть еще и бонусы, просто финансовые бонусы за такие же заслуги, грубо говоря, за какие-то достижения. Давай от сотрудников перейдем к клиентам. Где вы берете клиентов и как вы с ними общаетесь?
скажем так, мы работаем с Европой, с Америкой, не очень похоже. С точки зрения менталитета и с точки зрения вопроса, где мы берем их, как я уже говорил, мы в основном у нас, наверное, сейчас 60% встречных клиентов — это Upwork, 20% это сарафанное радио, то есть уже какие-то наши клиенты рекомендуют нас, и 20% именно новых клиентов это конференции, какой-то холодные контакты где-то, просто какие-то случайности. Когда я начинаю с нуля, где рекомендуешь? Upwork? Ну, конференцию вряд ли смогу себе позволить, сарафана тоже нет. Только Upwork или еще где-то можно искать? Ну, Upwork — это легкий старт именно в IT. Единственное, что очень важно на Upwork, вот так же, как на Dow, это биржа, на которой клиенты оставляют реальные отзывы, которые невозможно убрать или подделать. То есть если там накосячить, то в какой-то мере это означает game over. Ну, во-первых, кроме Upwork есть другие биржи. Во-вторых, можно даже поспрашивать друзей, знакомых. У меня многие ребята, знакомые, которые вот начинали создавать свои агентства, вот как-то через... Ну, то есть они работали в этой сфере, где-то там вышли. Даже я так, в принципе, создал свой бизнес вначале. То есть просто знакомые обратились. Не было никакой ни рекламы, ни биржи, ничего. Насколько я помню из нашего разговора, ты искал компании, которые готовы были стать вашими подрядчиками. Ну, либо вы их купить хотели, я таки не понял. Если, допустим, я сейчас организовываю команду из 5 человек, которая хорошо работает, могу что-то доказать, могу ли я обращаться в крупные компании, ну, допустим, к тебе, либо подобные компании, и предлагать свои услуги как подрядчика? Да, я думаю, что да. Это не так финансово выгодно, но, с другой стороны, это позволяет быстрее масштабироваться, особенно когда запросы клиента нужно решить не через полгода, а подождите, мы наймем людей, работающих в этой сфере, а когда надо клиенту завтра начать работу. И вот в этот момент субподрядчики помогают. У нас часто субподряды не столько по технологиям, сколько, например, по дизайну. У нас только один штатный дизайнер, а есть ряд дизайнеров, фрилансеров, с которыми мы взаимодействуем. У нас не так много запросов по дизайну, но они в основном такие срочные. О, давайте, надо срочно сделать дизайн. И мы не успеем нанять человека срочно. Нам нужно знать кого-то, к кому мы можем обратиться там, на месяц, на 2. Обычно, когда начинаешь в начале, в партнеры берешь либо друзей, либо тех, кто оказался рядом. Возникает тебе вопрос, насколько я знаю, у вас очень успешный кейс партнерства, у вас 3 партнера. И расскажи об этом подробнее. Как вы коммуницируете? Как вы вообще друг друга нашли? Как у вас это сложилось? Ну, своего первого партнера я нашел во дворе дома в песочнице. Мне было где-то годика 4. Ну да, вот с одним партнером, на самом деле, я очень часто слышу истории про то, что с друзьями бизнес не надо делать. Тут у нас с Димой получилось исключение из этого правила. И мы абсолютно разные по характеру, по каким-то своим качествам, но мы как-то дополняем друга, и, наверное, вот та фундаментальная ценность, которую мы вначале заложили, вот она мы действительно прошли с ним много, ну не то чтобы с ним конфликтных ситуаций, но таких сложных ситуаций в тех или иных бизнесах, у нас с ним несколько бизнесов. Нам помогло какое-то все-таки ощущение, ну я не знаю, знаете, как вот там мама с сыном, когда ссорятся, они могут что угодно друг другу говорить, но они все равно понимают, что не мама и сын, что они родственники, что они как бы не разойдутся. Вот где-то вот, наверное, вот похожее ощущение, то есть, что мы все-таки строим вместе бизнес-отношения, нужно, несмотря на все препятствия и невзгоды, найти выход из ситуации, даже если он нам не понравится, но вот вместе. И вот это нам помогало и сплочало. И у нас были разногласия, но вот как-то всегда мы находили из них выход. И вот почти 3 года назад к нам присоединилась еще один партнер, девушка. Мы с ней год проработали, плеч-о-плеч, назовем так, на ряде проектов. И вот когда мы до 2016 года, когда в 2016 мы вот запускали CodeMotion на аутсорсинг, она к нам присоединилась, но мы уже друга проверили, грубо говоря, в бою. Отвечая на вопрос, я бы рекомендовал все-таки брать в партнеры людей, которые вас дополняют, или, например, у вас есть какие-то качества, но не хватает других, а у него наоборот. И вы друг друга вот таким образом тоже дополняете. Это первый момент. А второй, все-таки нужно с партнером немножечко поработать хоть как-то перед тем, как вот делить бизнес. Потому что бизнес построить, а потом взаимодействовать, наверное, в моем понимании даже сложнее, чем отношения, ну, я имею в виду отношения любовные или там, чем семья, потому что там разойтись легко относительно. В бизнесе разойтись тяжеленько. Там все-таки завязаны деньги, интересы, амбиции. И, наверное, мне кажется, что надо еще более внимательно относиться к выбору партнера, чем к выбору второй половинки.
А как вы решения принимаете? То есть вы голосуете, у вас дискуссия? Всегда дискуссия, и никогда нету, несмотря на то, что у нас есть договоренность, что за мной, ну, я как бы, назовем это, главный партнер, да, за мной последнее слово. У нас мы просто изначально так договорились, что если мы не можем решить какую-то ситуацию, то я типа ее решаю. Но вот так, чтобы я прибег к этому праву хоть раз, вот так, чтобы просто ударил кулаком по столу и сказал, мне ваше мнение не волнует, мы делаем именно так и никак иначе. Ни разу такого не было. Всегда дискуссия, всегда мы можем что-то обсудить, потом там недельку подождать, переобсудить, всегда какие-то идеи приходят в голову, но вот всегда какой-то подход win-win, то есть, ну, есть такое хорошее слово ассертивность, можете его загуглить в Википедии, оно вот описывает, что обе стороны должны прийти к какому-то решению, находясь на двух разных полюсах, прийти к какому-то решению так, чтобы интересы всех сторон были, ну, скажем так, удовлетворены в какой-то мере, чтобы все были довольны. Это, в принципе, аналог компромисса, только вот ассертивность чуть более глубокий смысл. Ярик, смотрю по всему офису у вас миньоны. Что это значит? Зачем? Как я уже говорил, у нас 3 бизнес-партнера, и вот третья девушка-партнер, Марина, она любит миньонов, и вот мы все эти годы дарили миньонов, там и больших, и маленьких, и вот их накопилось огромное количество. То есть, когда у вас конфликтная ситуация, вы дарите миньоны и так заглаживаете отношения? Да, это такой лайфхак. Это очень был большой конфликт, да. Я понял. На самом деле, на ее свадьбу это было. Ну что ж, друзья, у нас есть традиция, и в конце каждого выпуска наш герой дарит нашим подписчикам какой-то подарок за участие в конкурсе. Конкурс будет простой. Вам нужно будет в комментариях написать самый неожиданный вопрос к Ярославу, и мы вместе с ним выберем тот комментарий, который выиграет. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно задавайте вопросы к Ярославу в комментариях.